Русский. Так обобщенно называют иностранцы всякого человека, говорящего на русском языке. И с этим уже ничего не поделаешь. Я бы добавил еще, что это тот человек, который любит Россию, свою родину и людей, живущих рядом с ним, своих соотечественников. Матвейчев Олег, современный философ-политолог. Вольно, командир. Ну, здравствуй, друг. Рад тебя видеть. А ты все такой же, не меняешься. Только больше стал. Стараюсь. Решил залететь. Проверить старого друга. Помнишь, значит, былые времена? Помню. А как же? А мы думали, проверка. Срочно с учений прилетел. Тут вот какое дело. Зло опять подняло голову. Парни твои нужны. Активировались маги и чародеи. Все повторяется. Да, Кросс тут еще кошмар. Ты как? Да, устал. Здорово, бойцы. Видели? Проверяющий прилетал. Да, что, мы что-то натворили? Что-то не так? Дело серьезное. Давайте присядем. Для начала хочу рассказать вам историю, очень похожую на сказку. Вы когда-нибудь слышали о заговоре магистров? Нет. Да-да, магистров. У них был план – захватить Россию. И для этого им не нужно было ни войск, ни ядерного оружия, ни авиации. Лет 15 назад... Когда-то Леонард учился в Москве и был способным учеником. Затем сильно увлекся магией, вывел свою теорию отсутствия Бога и нашел поддержку и поклонников своей теории в Академии оккультных наук, находящейся в Шотландии. И Робкин Тимофей Петрович, генерал-полковник, начальник Суворовского училища. Во главе самых дерзких и опасных операций в горячих точках всегда заботился о личном составе. Между собой подчиненные и курсанты называли генерала Батяней или Самоварычем. Товарищ генерал, разрешите обратиться? Разрешаю. Ожидаемый вами генерал Савенков подъехал. Кадеты, поздравляю вас с началом учебного года!
Севастьян Куприянович, доктор юридических наук, генерал ФСБ. В 2003 году доктор Савенков возглавил специальный отдел, изучающий методы тоталитарных сект и оккультных групп, угрожающих национальным интересам России. Ну что за срочность такая, Севастьян Куприянович? Тимофей Петрович, ты знаком с такой академией в ООН? Высшей академией магов мира? Нет, и не слышал никогда. Вот, посмотри, это снимки с наших спутников. В ООН это мировой центр. У нас эта зараза еще не так расползлась. Центр возник на базе немецкого военного института Анненербе. Того самого, нацистского. Так вот, год назад 5 подростков, детдомовцев, как выяснилось позже, отправились учиться в эту академию, чтобы стать магами. Магами? Ишь ты. А что это там на карте за точки красные были? Это карта распространяющейся заразы, вернее, страны и города, находящиеся во власти магов и чародеев. Ты это серьезно? Куда уж серьезнее. По данным разведки, наши детдомовцы теперь используются для разработки и тестирования новейшего метода овладения русской душой, ранее недоступный для всяких волшебников, магов и ведунов, с колдунами. Сейчас главное узнать, что с детьми с этими. Ну и постараться их вернуть. Надо разобраться с этой академией. По-нашему, у вас ФСБ или где? А может, десант? С детьми удалось связаться, но они не хотят возвращаться на родину. Тут нужно тонко к проблеме подойти. Ну, так зашлите в эту треклятую школу толкового разведчика. Посылали уже. Он исчез, его рассекретили. Нельзя взрослого посылать, нельзя, нужен подросток. И как это? Подростка? Любой незнакомый человек старше 16 лет сразу привлекает к себе внимание. Наших сотрудников отслеживают мгновенно. Вот, посмотри кино. Коллеги, мы знаем, как преодолеть защиту русских от магии. Несколько российских школьников, попавших к нам в академию, добились хороших успехов. Передаю слово одному из наших лучших выпускников. Да, мы уже знаем, как преодолеть русскую защиту. А самое главное, сбывается предсказание. У нас есть избранный, он с нами, и скоро вы его увидите. Нет никакого сомнения, что это он, избранный. И время, и место, и тайный знак — все совпало. Я также с радостью сообщаю, что Леонард завтра же вылетает в Москву, и в неокрепшие души русских детей будет внедрена специальная программа. Это мина замедленного действия, и мы начинаем вторжение. Вот так вот, значит. Магистр, программа, мина, вторжение? Разрази меня гром. Откуда это у тебя? Тоже спутники? В интернете скачал. Шучу. Так вот, избранный, о котором они говорили, засекречен. Какую-либо информацию о нем нам не удалось раздобыть. Но не в этом суть. Главное вернуть наших детей. Поэтому мы хотим заслать под видом учащегося подростка одного из твоих курсантов. Как ты думаешь? Куприяныч, ты что? И не мечтай. У меня военное училище, а не школа юных диверсантов. Сейчас у них открылся конгресс, завтра вся эта мерзость уже точно ринется сюда, и всех поголовно начнут делать колдунами. Конгресс. Шабаш. Кстати, этот самый Леонард уже прибыл в Москву и делает вояж по московским школам. Он и в школе на Таганке, где внучка твоя учится, планирует побывать. Вот бестия. Ух, как это не вовремя, а? У меня внучка на этих магах увлеклась, понимаешь? Доподлинно неизвестно, когда был организован орден, но проявился он как злейший враг во времена крещения Руси. Ордену не понравилось появление сильного государства в Европе. Он был активным участником развала Византийской империи, с ним связано немало битв. Орден воодушевляло предательство Иуды, и на протяжении 1000 лет он вел борьбу с православием.
Леонард прилетел в Москву с важной миссией – поселить в душе детей сомнения и внедрить фантомов-разрушителей человеческой души. Дети, поздравляю вас! У меня фантастическая новость. Сегодня к нам на наш открытый урок мира приехал выпускник знаменитой Академии волшебства. Леонард, простите, а как ваше отчество? Доброе утро. Меня зовут Леонардом. Сразу спрошу о главном. Вы верите в чудеса? Да! Вы мечтаете о чудесах? Да! Тогда я вам подарю кусочек чуда. Абсолютное внимание. Совершенно бесплатное чудо. Только в честь Дня знаний и урока мира. Просто класс! Фантастика! Как вы? Это что, сон? Это реальность. Вот такие подарки делаем мы, добрые маги, избранные люди. Простите, а нельзя мой внешний вид вернуть в первоначальное состояние? А так как я теперь в этом... Не вопрос. Я вам платье упакую отдельно. Простите, уважаемый волшебник, я хотела спросить, а у вас все чудеса такие? Посмотрите, коробка с платьем расплылась, как пластилин от нагрева, а букет завял и умер. По-вашему, это доброе чудо? Кому нужна такая красота, если от нее умираешь? Потому что настоящие чудеса может делать только Бог. Ты особенная девочка. У тебя большое будущее. Давай на перемене встретимся в тихом месте и поговорим. Хорошо. Хорошо. Но кого выбрать? Кадет Иван Царицын, 16 лет. Царицын? Есть такой. А почему он? Он нам известен некоторыми показательными поступками. А с кем он там на фотографии? Это кадет Тихогромов Петр. Они закадычные друзья. Капитан Быков, найдите ко мне кадета Царицына. Ладно, попробую удовлетворить твою просьбу. Еще чайку? Извини, Куприяныч, за внучкой обещал заехать в школу. Опять ворчать будет. Хочешь вершить чудеса? Но я же не волшебница. Ошибаешься. Ты не знаешь про себя ничего. Я чувствую твою энергию. У тебя явно врожденный дар. Из тебя может выйти настоящая добрая ведьма, а волшебница. Как же это? Я не могу. Я не умею. Я бы хотела научиться, но я боюсь, что колдовство мне навредит. Ерунда. Доверься мне. Тебе нужно во что бы то ни стало попасть в школу волшебников. Только школа эта находится в Шотландии. Боюсь тебе туда не добраться. Жаль, если в тебе умрет волшебница. Ты ведь хочешь ею стать? Это правда, я хочу. Я даже кое-что прочла. Вот что, Надя. Последнее условие. Ты должна понять, что волшебство – главное дело твоей жизни. Оно превыше всего, превыше родины, семьи. Соглашайся, такое предложение не всем выпадает. Ты согласна отречься? Я подумаю, как тебе попасть в школу волшебников, а пока прочти вот это. Товарищ генерал, курсант Царицын доставлен. Спасибо. Свободно, товарищ капитан. Входи, Царицын, входи. Здравия желаю, товарищи генералы. Вольно. Садись, кадет Царицын, и не кричи, оглушил всех. Угощайся, бери баранку, грызи, чай пей и слушай внимательно. Курсант ест, служба идет, да, Иван? Шутки шутками, а дело очень серьезное. Ну что, для начала картинки покажем. Это север Соединенного Королевства, один из островов. Перед вами Академия Ваун, Высшая Академия оккультных наук. А проще говоря, магов и колдунов. В этом замке ежегодно обучаются от 4 до 6 тысяч юношей и девушек в возрасте от 10 до 16 лет. Всей планеты.
И наши дети, причем сироты из детских домов, после встречи с таинственным незнакомцем, тоже поддались в эту академию. Товарищ генерал, разрешите обратиться. А что я должен сделать? В замке удерживаются 5 ребятишек из России. Тебе нужно встретиться с детдомовцами, поговорить с ними, так сказать, по-человечески, и уговорить вернуться обратно. С ними связались уже в академии и пытались их вернуть, но ребята не захотели. Мы, русские, своих не бросаем. Правда, Иван? Так точно, товарищи генералы. Но мне нужен напарник. У меня есть надежный человек, просто Кремень, не парень. Кремень, говоришь? А фамилия у него случаем не Тихогромов? Сегодня вы с Тихогромовым идете ко мне на ужин. Дополнительные инструкции получите у меня дома. Договорились? Договорились, товарищ генерал. Да, и еще. Имейте в виду, вы ни под каким предлогом не должны себя выдать. Вы ученики и хотите научиться волшебству. А это тебе, Иван. Часы показывают не только время. Мы всегда будем знать, где ты находишься. И еще. Там есть тревожная кнопка. Нажимаешь ее 3 раза подряд, и мы будем знать, что ты в опасности. Ты даже не понимаешь, чем хочешь заняться. Я тебе коньки купил. Занимайся фигурным катанием. Чего в другом? А на коньках мы вон, впереди планеты всей. Никогда, слышишь, никогда ты не будешь заниматься колдовством. Не колдовством, а волшебством. И если бы мама с папой были рядом, а не в Австралии, они бы мне разрешили. Я им позвоню и все улажу. Уладит она. Если бы ты была мальчиком, я бы тебе гауптвахту организовал в 2 счета. Тебе мало бабушка рассказывала? А я тебе что, не пример? До Шотландии доберетесь быстро. Подполковник Телегин будет вас сопровождать и помогать. Если не сработает план А, то Телегин подключится к плану Б. Даже лучше, чем вы предполагали, Сир. Есть хорошие новости. У нас будет пополнение. Знакомьтесь, ребята, это тот самый подполковник Телегин. Это ваш командир, отец родной и товарищ. С Богом, братцы! Я в вас верю, ребята! Вперед, родные! Поторапливайтесь, ребятки!
Умничка. Герой, Иван. Друг ты мне теперь на всю жизнь. Подъем, Иван. Подъем, подъем. Подъем, солдатик. Только что передали, что в районе приземления сплошной туман. Видимость 0. Дальше лететь нельзя. Либо прыгаем тут, видимость еще позволяет, либо возвращаемся. Прыгаем сейчас, да, Петя? Отлично! Тем более у нас в этом квадрате есть заначка. Поздравляю с приземлением. А теперь ноги в руки и вперед к Медной горе. Мы в Сербии, ребята. В 15 километрах отсюда должна быть Медная гора. Косово? Вот это да. А зачем нам Медная гора? Там есть то, что нам нужно. Барышни-кадеты, внимание! Мы почти прибыли. В Медной горе есть тоннель. По нему мы доберемся в секретный военный склад. Прошу активнее шевелить батонами. Итак, бойцы, перед вами миниатюрные вертолеты, разработанные для специальных операций еще в советское время. Только вот воспользоваться ими так и не довелось. Взяли инструменты вон из того ящика, вот вам инструкция, и начали собирать. А почему сербы не воспользовались микрокоптерами? В 1999 году моя группа должна была доставить несколько разобранных микрокоптеров на военную базу. Тормози. Всем стоп. Впереди группа вооруженных людей. То ли банда, то ли... Они убивают мирных людей.
Олег остается с грузом. Ведет наблюдение и корректировку. Остальные с полным боекомплектом за мной. Поможем людям. Впереди боец и женщина! Они за углом дома! Что, мать, досталось вам? Я думала, что это сербы вернулись. Мы русские, мать. Где же вы были? Мы так ждали вас. Никто не дождался. Внучку зарезали албаны, дядю Заран расстреляли. И даже всех монашек на горе убили. Всех. А монастырь сожгли. Тогда мы привезли весь груз сюда. А знаете, что мне та старушка сказала? Что сербы колдунов на свою землю пустили. Ребята, поторопитесь. А что это за защита такая? Если нет веры, нет защиты. Верить надо в свое отечество, своей родине. Верить в добро и в Бога. Просто верить? И все? Просто верить. Этого вполне достаточно. Но хорошо бы еще и почитать традиции. Не перетягивай болт, сорвешь. Так вот, когда вера у союзных республик ослабла, вот тут и отпраздновал зло свою победу. Летали на таких аппаратах? Нет. Не сложнее, чем в компьютерных играх. В общем так, сейчас небольшая разминка в воздухе, а дальше курс на Грецию. А зачем нам туда? Там старцы живут. Люди они своеобразные, но хорошие. Я бываю в тех краях. Когда-то они выходили меня, когда я был ранен. Они не просто меня исцелили, они меня на верный путь наставили. Беседа с ними дорогого стоит. Да и напутственное слово вам не помешает. Ну все, ребята, завтра у вас ответственный день, а после стрельб я продолжу свой рассказ. Отбой. Говори. Упор лежа принять. Начали отжиматься. Все девочки. Их что, команда отжиматься не касается? И раз. И два. Отжимаемся ровно, четко. Не выпираем пятую точку. Держим корпус. И раз. Что, Чепенко, тяжело? Тяжело в учении, легко в бою. И раз. Не ложимся на землю, отжимаемся до конца. Встали. Встали. Вольно. Вольно. Разойди. На огневой рубеж, марш! Получить боеприпасы. Заряжай!
бою! Огонь! К оружию! Вторая тройка! На огневой рубеж! Марш! Бегом! Равняйсь! Первый на метание ножей пошел. Молодец! Следующий. А ножи доставать кто будет? Следующий. Не сдал. Он что, ножички в детстве не метал? Равняйсь смирно! Есть такая пословица «быть, а не казаться». Вы показали, что вы можете именно быть. Как говорится, душа и Родина едины. Все, вольно разойдись! Камане, Маргане, Цуефа. Вольно! Молодцы, ребята. Хорошие результаты показали. Разрешите обратиться, товарищ начальлагеря, а расскажите, что было дальше с Царицыным и Тихогромовым? Долетели они с Телегиным до места? Да, долетели они до старцев, добрались до их домика. Калимера. А, это ты, русский. Ну, здравствуй. Здравствуй, отец. Как вы, отец? Твоими молитвами. Входите. Русас! Русас! Калимера! Кала! Кала! Это наш отец Арсений. Присаживайтесь. Будем вечерить. Чем Бог послал? Угощайтесь. Откуда залетели в наши края? Мы с важной миссией. Да, мы с очень важной миссией. Понятно. Нет ничего важнее, чем важность миссии. О, вот и Геронда. У нас гости. Здравствуй, Виктор. Здравствуйте, Геронда. Вот с Аказией решили к вам залететь. Я очень рад, что вы пребываете в здравии. В общем, нам ваше благословение и напутствие нужны. Путь ваш нелегкий, знаю. Колдунов ищите. Смелые люди. Не отвечайте, не надо. Это ваша тайна. Да только одной смелостью врага не победить. Вот, смотрите. Это святой Дмитрий. Бился с врагами за правду, не за ордена, а награда ему была мученическая смерть. От тех, на чьей стороне он бился, но от правды так и не отступил. Так получается, служить и быть смелым невыгодно? Дело не в выгоде, а в правде. А что правда? Не что правда, а кто правда. Правда Иисус Христос. Правда в вере, в Боге, в Иисусе Христе. А сейчас пора трапезничать. Ну, встаем на молитву. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое. Предающий же его дал им знак, сказав, кого я поцелую, тот и есть, возьмите его. И поцеловал его. Иисус же сказал ему, друг, для чего ты пришел? Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. А колдуны и маги, они сильные? Насколько их сила велика? Колдуны или маги не имеют власти творить человеку зло.
пока сам человек своими грехами не даст дьяволу право к себе прицепиться. А дьявол, нащупав брешь в духовной защите человека, сообщает об этой прорехе своим слугам, бесам, а через бесов своим слугам-чародеям. А что друзья ваши русские? Оставили отчий дом? Забыли, откуда они? Забыли Бога и пребывают во власти тьмы? Колдуны и маги обладают силой. А чем обладаешь ты, русский сын? Я сильный, я отважный, как мне кажется. Этого мало для общения с колдунами. Просто вы живете в физическом мире, и враги у вас физические. А у кого война другая, духовная, и враги духовные. Правда, отец Арсений? Да, было дело. То кабан прыгнет и женским голосом заговорит, то нечистая привидится. Вот. Простите, отец Арсений, а может быть вам просто послышалось, что кабан разговаривал? Может быть, съели чего не того? Не, так и было, как говорю. Нет, а на точку они пока не прибыли. С ними Телегин. Все под контролем. Хорошо. Буду держать. Отбой. Вашей внучки нигде нет, товарищ генерал. Все обыскали. Последний раз сигнал был замечен над Германией. Может, решила проучить меня? А координаты... Молодежь сейчас что только не придумает. Вы ведь сами понимаете, что творится на вашей земле. Ваши братья отделились от вас, верно? А сколько у вас всей нечисти в виде колдунов и ясновидящих, гадалок и предсказателей. Колдуны и маги ждут пришествия Антихриста. Для этого им нужен избранный. Знаю, что этот избранный из славян и имеет метку. Меченый, значит. А что дальше-то было? Что им интересного поведал Геронда? Геронда поведал одну историю, которая затем пригодилась Ивану Царицыну. Раз приехал ко мне необычный юноша, например, парнишка, мог протянуть руку, и стакан на столе перемещался прямо к нему в руку. Его звали Шушурун, ученик алтайского шамана. Он себя считал действительно сильным. А я просто сидел и читал Иисусову молитву. У него не получилось ни одного фокуса при мне, хотя он был колдун высшей категории. Потом он крестился и долгое время был рядом с нами. Я бы хотел понять, насколько я могу противостоять колдовству. Уважаемый Геронда, а что мне нужно сделать, чтобы понять себя? Сейчас мы все ляжем спать, а ты проведи ночь в пещере, в келье отшельника. Проведи там ночь, послушай и проверь себя. Что бы ни происходило, верь. Вот и будет тебе ответ. Пещера рядом, в километре отсюда. Я согласен, да. Что вам нужно от меня? Идет духовная борьба. Есть духовные враги. За капли капля стремится вдогонку, и в брызги их все превращает в валун. Вот так же и чувства, когда им заслугу поставишь в душе для сохранности. Подходи к нам, молодой человек. У нас есть книги, знания, у нас продается мастерство великих художников. Мастерство великих музыкантов. Знание медицины. А что это за меч? Этот меч особый. Много земель с ним завоюешь. Он даст тебе свою непобедимую армию.
Я хочу этот меч. Хочу быть завоевателем, чтобы все почитали меня и славили мое имя. Что ты хочешь за этот меч? Забирай. Даром ты уже отдал свою душу. Отправляешься к колдунам, а в броне у тебя брешь. И знаешь, где брешь? Вот здесь. Знай, что в эту брешь всегда проникнет тень. Они купят тебя на тщеславие и потом уничтожат или превратят в тень. Ну как ты? Идем, нам пора. Чем Бог послал, поедите в дороге. Спасибо вам, отец Ириней. Столько нового узнал я с вами. О, отшельник возвращается. Спасибо вам за приют, за мысли правильные, за учение. Спасибо. Спасибо. До свидания. Да хранит вас Господь, и пусть поможет в делах ваших. В добрый путь. Ты все понял, Иван? Не забывай про брешь в твоей броне. Про какую-то он там брешь в твоей голове говорил? Откуда он все знает? Я же спал. Держи, держи! Это наше рукоделие. Это для чего? Это наше оружие. Спасти от напасти, тот зорко следит за входящей извне. Ведь если срываются с привязи страсти душа, погибает в неравной войне. Губительна страсть и безумная сила, и кротости мнимой своей. Смотри, в направлении замка Колымага едет. Она останавливается. Ну что, поехали в замок? Фу, гадость. В академию-то они попали? Их зачислили в студенты? Да, но своеобразным образом. Случай помог, а может провидение. Петя, друг, где ты? Отзовись. Я тут! Ух, тяжеленный какой. Подожди, я сейчас погрузчик поищу. Тихо сиди. Тут спуска нет. So, hope I'm not late. Help me, please. Откуда вы взялись? Что вам нужно? Пардон за беспокойство. Я, видите ли, хотел, ну как это, чтобы... А по колдовскому его звали Шушурун. А где тут записываются в школу волшебников? Я Шушурун и ученик Шушуруна, великого алтайского шамана. Вы допускаете, что он действительно трансгрессировал сюда из Сибири? Почему нет?
Видите ли, профессор Макнагайна, современной науке известны множественные свидетельства казациональных телепортаций у сибирских шаманов. Что у нас здесь? Русский? Интересно узнать, что нужно русскому в замке. Отвечай. Профессор Сайрес спрашивает тебя. На стажировку прибыл, поучиться в академии. Как же ты смог добраться сюда? Это наш сибирский секрет. Вообще говоря, это я к вам прибыл учиться, а не наоборот. То есть ты умеешь? Конечно. Если хотите, я вызову одного человека, который мечтает у вас учиться. Я его хорошо знаю, он тоже из Сибири. Прямо сюда? Мальчик дерзит. Нужны кое-какие магические вещицы. Голова мертвой змеи, либо сушеные тарантулы, если нет головы. Еще необходимы коготь шакала. Если нет когтя, то волка. Ну и так еще по мелочи всякая всячина. У вас есть? Так, это у нас что? Развесные пиявки горячего копчения? Ну, возьмите граммов 300. Эй ты, делай, что он говорит. 350 оставить? Да-да. Так, почти все необходимое взяли. Пыльца подземной орхидеи вычеркиваю. Пиявки вычеркиваю. Моча мускусного барана, конечно, жидковато, но делать нечего. Будем работать с жидкой. Что еще осталось? А, да, сушеные скорпионы. Сколько можно, а? Вот, скорпионы в желтом ящике. Это просто издевательство. Довольно. Это шарлатанство. Что он там колдует без огня? Вам не наскучил этот цирк? Только бы ты в ящике сидел, Петечка. Только бы сидел в ящике. Готово. Смотрите. Голова, голова. Пустите, пожалуйста. Вот, пожалуйста, господа. Это мой друг Ашуртеп по прозвищу Тихий Гром. Значит, поверили ведьмаки Ивану? То ли фокус телепортацией подействовал на профессоров, то ли то, что Иван и Петр были из России, и обучать русских против русских было их стратегическим планом. Но в итоге Петр и Иван стали студентами. А где размещают второкурсников? А вам это зачем? У вас первый курс. Какой факультет вас интересует? Маргнетильцы живут в ласточкиных гнездах. Это маленькие домики, которые прилеплены прямо к стене внутреннего замка. Общежития генуэзского клуба вампиров расположены... Вон, посмотрите. Их видно без подзорной трубы. Да сколько же всего этих факультетов? Поначалу было 4. Спустя 5 лет сделалось сразу 8. А с прошлого года уже 13. Иван и Петр стали учиться в академии. Первый пункт задания был выполнен. Теперь главным делом нужно было найти ребят из России. Но как найти в такой массе детей ребятишек из России? Пришлось учиться как все, ходить на всякие разные лекции. Профессор Кош пользовался особым уважением в академии. Он преподавал алхимию и теорию алчности и богатства. Мы научимся делать философский камень, который превращает любой химический элемент в золото. Любая магия начинается с любви к богатству. Да, запомните, чтобы притягивать к себе золото, богатство, нужно самому тянуться к нему всеми силами души. Каждый день надо думать, как разбогатеть. Деньги – мера всех вещей. Помните эту истину. Теперь я даю вам первую учебную задачу. Прямо здесь и сейчас нужно выяснить, сколько стоит слово «бармаклот». Кто продаст дороже,
тот получает 5 баллов для себя и 5 для факультета. Пахмаклод можно зарегистрировать как доменное имя в сети интернет. Рано или поздно какая-нибудь хорошая рок-группа с таким же названием захотят выкупить это имя для своего интернет-сайта. Иван Шушурун, есть другой способ решения задачи. Любопытно. Валяйте, мой сибирский друг. Но, если облажаетесь, то с вашего факультета снимут 20 баллов. Если выиграете, то 10 баллов ваши. Господа студенты, продаются 10 баллов в обмен на право получить от профессора Коша 10 баллов. 5 для себя и 5 баллов для вашего собственного факультета. Стартовая цена 1000 фунтов. Ну же. Я согласен. Я и моя факультета будет мною гордися. Вот это по-нашему. Итак, продается фармаклод. Стартовая цена 1000 фунтов. Кто больше? 10 тысяч фунтов. Кто больше? Ну? 34 500 фунтов. Продано! Так, ну славно. Деньги мы забираем себе. А факультет Гриммельсгаузен, куда зачислен юноша из Сибири, получает 5 баллов. И 5 баллов получает сибиряк Иван. Да, Куприяныч, привет. Что? Как в академии? Надя в академии? Я понял. Ну каким образом? Понял, Куприяныч. Да уж, Академия. Ничего не скажешь. Не преподы, а парад моральных уродов. А ты что-нибудь нарыла наших? Не успел еще. Надя, Надя! Мальчики, привет. Это все-таки вы? А я думала, что обозналась. Вы на каком факультете? Надя, что ты нас знаешь, не говори никому, понятно? Мы тут под легендой, короче. Мы с тобой тут познакомились, понятно? Понятно. Хорошо. Тебя сюда Самоварыч? Дедушка послал, что ли? Нет, я сама. Я хочу стать волшебницей. Это что у тебя, бесовская Библия? Сам ты бесовский. Это мне один очень хороший человек подарил. Слушай, Надя, я так понял, ты тут не с благословения своего дедушки. И нам тут вместе нужно держаться. Скажи, а ты еще русских тут видела? Видела. Девочку и мальчика. Девочку Аси зовут. Ой, ребят, мне пора на урок. Потом поболтаем, хорошо? Вот сей внучка генерала. Глазам своим не верю. Пойдем на занятия. Как она туда приехала? Сама, что ли, через границу? Нет, не сама. Надя не нашла поддержки у своего деда-генерала и встретилась с Леонардо. Все видели в ней не девочку-подростка, взрослую даму. Место посадочного талона, игральные карты. Так они прошли паспортный контроль. Гипноз. Вот прикольно, мне бы так. Показал, скажем, календарик какой-нибудь и купил на него что-то. А потом продавец из своего кармана будет платить недостачу, да? Да, и расплата за такую дармовщину приходит незамедлительно. Разве вы еще не поняли, что за всю магию и привороты нужно платить? Профессор Рамона Аль-Рахамма любила давать уроки соблазнения. Она любовалась собой во время лекций и получала от этого максимум удовольствия. Ну, привет, мои маленькие. Знаете ли вы, что самое важное для женщины? Нет, это чтобы ей поклонялись, восхищались и возносили на пьедестал. А для этого нужно что? Правильно, нужно завоевывать вторую половину человечества. Все мужчины будут вашими, если правильно произнести заклинание вавилонских блудниц. А кто такие эти блудницы? О, блудницы. Это величайшие основательницы. Это протоволшебницы. Это мастера нашей науки. Запомните принцип. Никакой семьи. Брать от мужчин все, что нужно вам. И вас не должно заботить то, что будет с ними потом. Это мы правим миром, а не они. Надо пользоваться всеми подручными средствами. Коварство, обольщение, соблазн, обман. Итак, сейчас каждый из вас хорошо подумает.
на какой образ она будет равняться в своей жизни. Начнем? Начнем с тебя, девочка. Кукла Барби. Отлично. Давайте послушаем следующую девочку. Я бы хотела быть похожей на царицу Александру. Она очень любила своего мужа, императора Николая, и всегда была ему верна. Какая гадость! Что ты творишь такое, а? Что ты себе позволяешь? Понятно, ты русская. Да, я из России. Ну, это многое объясняет. Ты еще находишься под влиянием русской защиты. Именно она мешает тебе научиться магии. Значит, я никогда не буду великой волшебницей? И эта защита не пропадет? Пропадет, если отречешься от Бога, от своей родины, от своих родителей и своих друзей. Петров, смотри, нам же балл здесь начисляют. Что-то не сильно здесь ночевать хочется, Вань. А мы не будем. Ты здесь на полчаса. Затем найди нашу Надю, выясни, в каком она корпусе, в каком номере. А ты? Я пойду на поиски следов остальных детдомовцев. Ничего себе, церквушки только не хватает. Родной край. Anybody here? Who are you? Кто? Who are you? Не бойся, я русский. Ты русский или русскоговорящий? Я думал, что все-таки русский. А ты? Я? Я русская. Я здесь учусь. А как тебя зовут? Иван Царевич. Я серьезно. Серьезно, так меня зовут. А ты почему одна здесь? Ты не знаешь, что случилось с остальными? К сожалению, они стали русскоговорящими. Не понимаю. Ты можешь мне объяснить? Здесь везде вокруг ложь, а я не могу врать. Но пока полигона мне удавалось избежать. Полигон? Что такое полигон? Это исправительные казармы. Там содержатся те, в которых русская защита неубиваема. Какая русская защита? И что за участь? Попробую объяснить. Мы прибыли сюда из разных детских домов. Сначала мне все нравилось, было очень необычно. Хотелось одного – учиться, становиться магами, чтобы помогать людям во всем мире. Первое время мы как могли держались вместе, но это продолжалось недолго. Однажды профессор Феофраст сказал, что если мы хотим наконец-то научиться колдовать, то нужно избавиться от русской защиты. И мы должны четко выполнять домашние задания. Ни у кого из наших русских вообще ничего не получалось, кроме Эли, пожалуй. Нам всем мешала русская защита. Веня вскоре стал совершать одно зло за другим. Я уже не узнавала его. Он менялся и Слава. Поначалу Аркадий и Слава очень страдали. Да. А вот профессор Кош, он вообще что за фрукт? Жадный, подлый и противный. У него в кабинете металлическая мебель, никаких безделушек. Единственное хобби – это коллекция бонсаев. И больше ничего. Ни драгоценностей, ни картин, а бонсаи. Бонсай? Это что-то такое? Такие карликовые деревья-уродцы. Их выращивают в горшках по китайскому методу. Местные колдуны, кажется, стали нащупывать метод, как избавиться от русской защиты, от совести. И знаешь, Эля, о которой я говорила, она как-то сразу обособилась. Ей сразу стали ставить высокие оценки. Я все понимаю, но я обязан еще раз поговорить с ними, чтобы вас всех вернуть обратно в Россию. Зачем с ними говорить? Уже слишком поздно что-либо предпринимать. Их уже не спасти, и ты сам убедишься. А ты вернешься за мной? Я тебя спасу. Слово будущего офицера. Ни о чем не думай. Я не знал, что здесь настолько все серьезно. Русские своих не бросают. Да и потом, то, что наши стали уже не нашими, выяснилось только там. Вань, короче, Надя наша живет в нашем же корпусе, этажом выше. Охрана там штатная, видеонаблюдение, раз в 2 часа обход. А ты как?
Наших нашел? И да, и нет. Наши они и не наши. Потом расскажу. Петров, короче, идешь на занятия, а к вечеру мы должны отсюда уйти. Вот, наконец, и первый. По описанию похож. Беня. А вот и она, Эля. Ничего себе эскорт. В детдоме ее, конечно, вряд ли так сопровождали. Права, Ася. К этим уже не подойдешь. Они уже и не русскоговорящие. Профессор Макнагайна вела практические занятия полетов на метле. Она говорила, что душа мешает вашему телу подняться в воздух. И чтобы взлететь, нужно облегчить, опустошить душу. Будем облегчать душу? А просто полетать не дадут? Просто не получится. В душе не должно быть места состраданию, привязанности, чувства долга, любви. Без этого воздух не подняться. Смотрите внимательно. Метла, а ну ко мне! Это моя ученическая подруга, ее зовут Рэйчел. На ней я училась летать. Все видят? Я летаю. Госпожа профессор, а как облегчить душу? Что нужно сделать? Избавиться от привязанности к земле, на которой родился. А главное, забыть о своем Боге. Это злейший враг нашего господина. К следующему уроку вы должны написать сочинение. Почему я ненавижу свою родину? Что она сказала? Я не расслышала. А чтобы вам было легче написать это сочинение, мы специально пригласили на это занятие в качестве примера Бенджамина Феннина, студента второго курса факультета Агациферус. Встречайте. Привет, первокурсники! Все знают, что Россия самая отсталая страна. Она уже во всем мире занимает последние места. Все у них не как у нормальных людей. Мне всегда было жутко стыдно, что я родился в этой стране и отказался от нее. Что он такое говорит? Это кто вообще? Я не знаю. Мне стыдно за свою мать, которая сдала меня в детдом. Нет! Очень хорошо, девочка. Значит, с тебя и начнем. Вот девочка Надейта из России. Сейчас она откажется от своей родины. Начинай. Что начинать? Начинай освобождаться от своей души. Иначе ты не сможешь летать на метле и стать волшебницей. Давай, отрекайся. Убей в себе сопливое чувство долга и привязанность. Я не буду. Ты уже вступила на этот путь. Леонард говорил, что ты готова отречься. Ты слово дала. Прокляни свою страну, своих родителей. Освободи свою душу. Пора тебе подниматься в воздух. Повторяй за мной, девочка. Мне стыдно за мою мать. Да вы что, с ума сошли? Я мамочку очень люблю и никогда ее не предам. Ах, вот как. Ну что же, девочка, сейчас ты запоешь по-иному. Держите ее. Я рада, что родилась в великой стране. В стране, которая спасла всю Европу и весь мир от фашизма. Замолчи! Погодите, дайте лучше я скажу. Дети, внимание! Сейчас русский мальчик попробует отречься от своей родины. Мне горько, что моя страна... Умница. Продолжай. Продолжай. Моя страна не может вымести всю вашу нечисть поганой метлой. Вот вам урок отречения! Ловите их! Чего стоите, как истуканы? Где та доброта, о которой нам говорили? А все-таки здорово ты ей метлой врезал. И теперь из-за меня еще и в тюрьму попали. Это не тюрьма, это исправительный полигон. Заткнитесь! Все-таки отправили их на полигон. Вот гады, а? А Иван? Он узнал о беде своих товарищей? Узнал. И у него созрел план.
Я пришел узнать о факультативе. Мне нравится ваше учение алхимии. А возможно ли позаниматься дополнительно? Итак, молодой человек по имени Шушурун. Неужели вы собрались позаниматься дополнительно? Хорошо, но это будет стоить. О, какие у вас бонсай! Что? Какие еще бонсай? Не бонсай, а бонсай. В Сибири их коллекционируют. Они там дорого стоят. Не продадите? Вы всего второй день здесь, а уже усваиваете базовые понятия. Да-с, все продается и все покупается. Но ведь у вас даже денег нет. А если взамен денег, я предложу вам дружбу. Маловато будет. Хотя можно обсудить. Вы мне продаете дружбу и честь. Хорошо. А сколько дружбы я должен отдать за сосну? За это ты должен, если понадобится, продать своих друзей. Отлично. А вот за дуб сколько? Дуб не продается, отойдите от окна. Жаль. Какой хороший дуб. Стоять! Не знал Иванушка, что держит в кулаке знаменитое, еще со времен Второй мировой войны, утерянное яйцо Фаберже работы русского мастера Перхина. Пожалуйста, 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 не сдавливайте пальцах. Вы даже не понимаете, что у вас в руке. Оно стоит дороже, чем земной шар. Оно единственное в истории. Там же изнутри сферы вырезан глобус звездного неба, понимаете? Это же знаменитое хрустальное яйцо, перепроданное эрцгерцогу Фердинанду. Из-за него началась Первая мировая война. Вот и славно. Есть черный выход. Вы проводите меня на полигон. Ясно? Вывести на экраны Академию А. Мы готовы. Здравствуйте, профессор. Как обстановка у вас? У нас в замке все готово для мероприятий. Уже прибыли президенты нескольких стран, министры иностранных дел. Но мы опасаемся за безопасность высоких гостей. Знаем, поэтому мы все здесь. Мы начинаем операцию «Щит и кольцо». Через 1,5 часа мы полностью закроем район острова Лох-Рок с воздуха, с воды и под водой. Будем на связи. Надя. Иван! Иван! Надя, а где Петруха, Ася? Петра увели, а Асю я не видела тут. Вот как? Значит, план Б. А вам, господин профессор, придется проводить нас туда, где томятся Тихий Гром и русская девочка Ася. Ни одного охранника, ни одного человека. Где же все? А с какой целью интересуетесь? Целью сохранить драгоценное яйцо. Слушайте, детки, идите вы на все 4 стороны света, а мне, знаете ли, пора заняться делом. Давайте так, отдайте мне яйцо, я вас выпускаю, и мы расходимся. Ах, ты здесь, сибирский Шушурун, рядом со своей русской подругой. Я слышал о тебе. Ты ведь тоже русский? Меня Аркадием зовут. Аркадий, ты хочешь вернуться на родину? Да, да. Ах, неужели ты, Шушурун, смог перехитрить самого профессора Кохана Коша? Возможно ли это? Подросток победил великого колдуна и завладел его сокровищем. И правда ведь не врет. Не каждому под силу заставить старого колдуна подчиниться. Скорее, профессор! У него приступ тщеславия! Петрификус тоталис! Яйцо! Профессор! Петрификус тоталис! Проклятие! У девчонки защита! Я разобью его! Считаю до 3! Руки вверх! Что со мной? Я умираю? Ага.
Сдохнешь, русская зараза. Медленно сдохнешь. Сегодня на Конгрессе и сдохнешь. Инициируем. Куда же ты денешься? Колдовство летит на плохие мысли, как на магнит. Если мысли хорошие, колдовство не подействует. Конец Шушуруну. Да, загордился чуток. Думал, что мне и других. Думал, что орден дадут. Слышь ты, Кощей, разобью ведь, к бабке не ходи. Тоже мне профессор колдовства. Не мог колдануть нормально. Ваше колдовство ничто и легко побеждается исповедью, покаянием. Ну что, господин Кощей, куда отсюда уводят пленников? Ну не знаю. Откуда мне знать? Кощеюшка, у меня с юмором плохо. Через 20 минут вся территория замка будет заблокирована. Верните мне мою собственность и убирайтесь! Профессор, мы русские, мы своих не бросаем. Все у вас не как у людей. Я спасу вас, профессор. Пусть бежит. Пошли. Кто здесь? Это я. Вы новенький, да? Меня зовут Ася. Ой, привет. Петр Тихогромов, из России. Скажите, а где это мы? Это место, откуда не возвращаются. Да вы только не переживайте. Я помогу вам сбежать отсюда, и все будет хорошо. Хорошо? Из нас просто выпьют кровь. То есть как выпьют кровь? В прямом смысле слова. У них это называется жертвоприношение и инициация. 2 минуты назад натовцы привели свои вооруженные силы в состояние боевой готовности. Где Телегин? Направляется в академию. Иван послал сообщение о помощи. Что происходит? Что с моей внучкой? Внучку мы твою видели минут 10 назад. Евдокимов? Вот последние снимки. Это у них не Конгресс. Конгресс. Шабаш. Товарищ генерал, район острова Локхарок полностью окружен и блокирован. И что нам теперь делать? Молиться, Тимофей Петрович. Нам остается только молиться. Ну и послать туда пару-тройку подлодок. Из тех молитв, какие знаю, пою в душе или вслух читаю, какою дышит дивной силой молитва, Господи помилуй. Уничтожьте базу данных. Личные дела детдомовцев. Рекомендуемые меры по развитию тщеславия и гордости у студента Шушуруна. Россия. Первый год обучения. Пункт 1. Рекомендуется вручение орденов, медалей. Что вы тут делаете? Мы... Вот вы где. Товарищ подполковник, вы тут? А где остальные? И еще. Нужно найти Асю и Петра. Остальные русские ребята уже не русские. Они встали на другую сторону. Иван, вы ищете Петра? Я в это время обесточу замок. Дашь мне знать, когда взорвать заряд. Затем бегите к выходу. Я угоню вертолет. Коллеги, уважаемые гости, всего лишь несколько дней назад мы собрались здесь по случаю открытия Всемирного конгресса колдунов. Сегодня день пришествия великого магистра. Сегодня все вы наконец увидите его. Пророчество сбылось. И не менее важное о России. 1000 лет мы пытались завладеть этой северной страной, с ее богом и ее людьми. И вот теперь, до начала нашего главного вторжения, осталось менее получаса. И это вторжение будет самым стремительным и успешным.
А теперь настал торжественный момент. Поприветствуем великого магистра, которого вы так хотели увидеть! Она готова? Ты? Эля, это ты? Как же это? Ты ведь тоже русская. Ты великий магистр? Заткнись, русская свинья! Хочешь быть свободным и избранным? Потяни веревку, и тебя вмиг освободят и наградят. Что? Наградят? Пустите нас! Дурачок! Это твое искупление, избавление от всего лишнего в твоей душе. Наши учителя ждут, они голодны. Тяни! Тот, кто избавит мир от этой змеи, принесет великую драгоценную жертву. Давай, это не страшно. Нужно только потянуть за веревочку. Опустится нож, и машина сама отрубит голову. Вы же все творите зло. Почему вы называете себя белыми магами? Черная и белая магия – это одно и то же. Русские удивительно наивны. Иванушка! Иванушка! Ваня, где тебя носило? Все, нашел их. Петя и Ася здесь. Взрывайте. Там происходит? Похоже на стрельбу. Я вижу, что не игра в гольф, Лобстер. Кто это? Численность отряда. Откуда они? Господин генерал, у нас упала сеть, и у нас, и в замке несанкционированный взлом. Что? Все 10 уровней защиты? Это же современная разработка. Похоже, они уничтожили сервер изнутри. Быстрее! Быстрее, Ириней! Молебен, скорее! Что? Когда? Сейчас. Прямо сейчас. Герон довелел тебе срочно служить молебен. Надо молиться. Молиться за тех ребят, помнишь? А еще за 2 девочек. Да еще и за раба Божьего Виктора. Какое жалкое зрелище! Русская зараза в сборе. Магистр будет рад. А что это Эля? Это не Эля. Дурачки русские. Это великий магистр, который был предсказан. Теперь не будет никакой русской защиты. Либо сдаетесь,
и мы из вас сделаем настоящих, магических солдат. Либо вы все сдохнете. Чтобы служить вам и вашим ублюдкам? Никогда! А теперь, ребята, можно и помолиться. Помилуй нас, Боже. Господи Иисусе Христе. Ну подай знак какой. Ну хоть что-то. Ребята, на землю! Кадет Царицын, бери наших и сюда! Черт! Чтоб ты сдохла, защита русская! Ну ничего, сейчас вас встретят и накормят свинцовыми пирогами! Домой, ребятки, домой! По вражеской цели ракетный залп. Товарищ подполковник, внизу, там, внизу. Все, прилетели. Нас сейчас собьют. Что делать, а? Это уже серьезно, ребятки. Прости нас, Господи. Пресвятая Богородица, помоги нам. Отставить огонь! Отставить! Перегруппироваться! Да, вот эта история. Молитва, значит, и крестик опять помогли. Слушайте, а мы совсем забыли про Леонардо. С ним-то что, вернулся в руины замка? Леонардо за провал миссии и подарка в виде генеральской внучки Нади Еропкиной не простили. Он попытался покончить жизнь самоубийством, но не успел. Говорят, инициировали. Вурдалаки съели. А куда делись Элли и ведьмаки? Это главный вопрос. Местонахождение Элли и ведьмаков неизвестно. Валун-то был разрушен. Ведьмаки в ту ночь собрали остатки архивов и поспешно скрылись. А дети из Академии бродили по острову. Кто-то остался в руинах, но большинство разбежались. Да, сказка да и только. Сказка, говоришь? А вот это. Сам проверяющий передал. Ух ты, а откуда у проверяющего эти часы? Он что, знаком с Иваном? Это Иван Царицын и есть. Вот это да. Это он? Он стал высоким начальником. Поверить не могу. А что с Асей, с Надей, с Петей Тихогромовым? Ася спустя 10 лет вышла замуж за Ивана, у них 2 детей, а Надя преподает в военной академии. А Тихогром? Подождите, как я сразу не догадался, это вы и есть. А Громов ваша фамилия. Вот это да! Точно, это вы, здорово. А куда приставка Тихий делась? А отпала за ненадобностью. Для чего я вам это все рассказал? Зло опять поднимает голову. Маги активизировались, все повторяется. И нам снова нужны смелые ребята. Выбор пал на вас. Согласны? Мы согласны. Да, что нужно делать? Подождите. Сначала вас хочу спросить. Поняли ли вы главную мысль? Что там, где есть слабость человеческая, там всегда пасутся темные силы. И что сможете ли вы не пускать темные силы в свою душу и верить, как бы трудно вам ни было? Сможем, товарищ начальник лагеря. Еще бы, мы согласны на любые задания, любые испытания. Запомните, Бог не дает человеку больше испытаний, чем тот сможет выдержать. Нам предстоит сложное задание. А теперь пора спать.
Завтра встречаемся с Царицыным, вылет рано утром. Алексей, это тебе часы, проверенные временем. Детали завтра. Блаженны мы, когда идем отважно, твердою стопой, с неунывающей душой, тернистым жизненным путем. Когда лукавые сомнения не подрывают веры в нас, когда соблазна горький час